Рынок криптовалют 3 февраля очень сильно упал. Было ликвидировано маржинальных позиций на сумму около 10 миллиардов долларов. И это абсолютный рекорд в крипте. Это больше, чем при коронадампе. В такие моменты обычно открывается окно возможностей для инвестиций. И сегодня я вам покажу 3 портфеля на разный уровень риска. Это низкий уровень риска, средний уровень риска и высокий уровень риска. Будет интересно, поехали! Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирбо. Сегодня мы рассмотрим 3 портфеля, которые можно составить на этот бычий рынок. Да, это еще бычий рынок. Несмотря на то, что произошло падение, я считаю это падение лишь манипуляцией. И это, в принципе, подтверждается тем, что аккаунты Дональда Трампа покупают дальше эфир. И на этой просадке они скупили эфир на 200 миллионов долларов. По сути, они сами же задампили рынок, сделали себе скидки и задешево купили. А теперь в Твиттере пишут, что как прекрасно мы купили эфир. При этом на рынке были колоссальные ликвидации, и это очень хорошо перед ростом. То есть выбили максимальное количество лонгистов, цены улетели на такие значения, особенно те, кто на фьючах сидит, что никто не ожидал, и было ликвидировано реально очень много людей. Есть такое понятие медвежья ловушка, и вот как раз сейчас, я думаю, именно такое и происходит. Обычно такие события происходят перед грандиозным дальнейшим ростом. Так как я в рынке уже 8 лет, меня такой просадкой не напугаешь. И по сути по биткоину даже просадки-то и не было особо. Ну что такое для биткоина там просадка 10%? Раньше, когда были такие подобные манипуляции в прошлых циклах, просадки были 30-40% по биткоину. Альта там вообще просто отлетала. Сейчас мы видим, что биткоин так сильно еще не улетел. Конечно, еще есть время, может еще погрузиться и пониже, немножко помурыжит там внизу. Но в дальнейшем все равно я вижу, что очень много позитивных событий для крипты происходит. И то, что сейчас делается, скорее делается для того, чтобы большие дяди закупили по выгодным ценам. И каждый раз в каждом цикле, перед тем, как начнется сильный рост, всегда случается такое огромное падение и куча ликвидаций. Так что ничего страшного в этом нет. Если кто-то сидит на споте, просто не переживайте, подождите. Когда уже началось приличное падение, это было 2 февраля, перед тем, как случился флеш-крэш, я решил, что самое время составить на таких просадках примеры портфелей. Портфель среднего риска у меня уже набран был давно, кто следит за мной, тот знает. Также хотелось набрать еще для низкого риска и высокого риска. Поэтому 2 февраля я опубликовал у себя в канале ссылки на эти портфели, показал, что я туда добавил. А сейчас мы как раз таки по порядку все эти портфели рассмотрим. Новые портфели низкого и высокого риска были составлены за день до падения. Но до этого тоже была сильная просадка. А как мы знаем, ты дно не поймаешь, поэтому если видишь хороший откат, хорошие значения и считаешь, что в дальнейшем все равно будет рост, то не стоит ловить прям дно, можно заходить по тем ценам, которые устраивают. Все портфели, которые я сейчас покажу, они рассчитаны до конца бычьего цикла. А бычий цикл ориентировочно, я думаю, закончится в январе 2026 года. Поэтому есть еще время. Я ожидаю 2 волны. Это апрель-май, первая волна позитива. И финальная волна это уже где-то ноябрь-декабрь 2025 года. Летом будет просадка и тишина. Так что тот, кто даже пропустит первую волну, сможет также зайти и присоединиться уже к финалу. Итак, приступим. Основная модель, от которой я сталкиваюсь, это модель Stock to Flow. У меня в телеграм-канале в закрепе есть инструкция, как с этой моделью работать. Ну, если коротко, то мы ожидаем, что по этой модели цена за биткоин в конце этого цикла будет в районе 400-450 тысяч долларов. Это основная финальная цель, которую я жду по биткоину. Если вы человек, который вообще ни разу не инвестировал в крипту и полностью консерватор, то в принципе портфель, который самого низкого риска, это просто держать биткоин на балансе. Так или иначе, в долгую, как показывает практика, вы будете в профите. Однако я работаю по циклам, поэтому я стараюсь зайти на медвежьем рынке, когда он заканчивается, взять профит с бычьего рынка, выйти и ждать следующее. Так по кругу. 2 раза уже так сделал, сейчас, соответственно, делаю 3-й раз. Итак, портфель низкого риска. Портфель низкого риска, он состоит из топовых монет, только самые-самые топы.
Вот здесь видим, что вот 2 февраля как раз-таки добавлял в этот портфель монеты. И здесь как? 60% это биткоин. Да, по цене вот 98 тысяч. Но если мы берем в расчет, что по модели Stock to Flow биткоин будет 400 тысяч, соответственно 4 икса, что уже неплохо. Даже если он не долетит до этой цели, будет где-то там 200, все равно это 2 икса, это прилично. Вторая монета – это эфир. Эфир, как мы видим сейчас, Трамп активно закупает его задампили, откупают и откупают. Он еще себя вообще никак не показал. И цена по эфиру, которую я ожидаю, это примерно 15-20 тысяч долларов. То есть, если в тот диапазон придет, это полностью меня устроит. То есть, эфир повторит биткоин 2017 года. И это вполне логично, потому что это такая инфраструктурная монета, которая используется под всеми L2 решениями. То есть это можно сказать база. Эфир здесь добавляется на 25%, вполне достаточно. А третья монета это Solana. Solana это сейчас лидер блокчейнов для мемов, а мемы там даже Трамп запускал мем на Solana. Поэтому регуляционно они все присутствуют. То есть Solana Foundation это США. Соответственно, еще ждем ETF на Solana. И по Solana как раз таки может быть апсайд выше. Я видел графики там, как рассчитывают, что цена будет 4000. Но в 4000 мне пока сложно поверить. Но для себя я сделал такой вывод, что вполне вероятно, что Solana в этом цикле может стоить примерно 1500 долларов. По этому портфелю на Dropstab здесь есть также описание. Я прикреплю ссылку в закрепленном комментарии, там, где будут все портфели. Вы можете сами перейти, подписаться. Вот здесь уже один человек подписался на портфель, будет за ним следить. Здесь что важно? Какие вообще цели по этому портфелю и как действовать? Значит, удержание на бычий рынок, понятно, 10-12 месяцев примерно осталось. На такой срок он примерно и рассчитан. Ожидаемая доходность где-то x2, x5. То есть, если в этом диапазоне будет доходность, это будет считаться успех для этого портфеля. И когда портфель сделает x2, неважно там какая монета именно иксанет, что там иксанет, это уже можно будет смотреть в моменте, обязательный фикс вложенного. То есть вот заложено сюда 100 тысяч, стало 200, 100 тысяч вынимается. Это минимизация рисков. Делается ребаланс, потому что, не знаю, в моменте, что там иксанет, ребаланс нужно будет привести к тому же моменту, чтобы биткоин был 60%, эфир 25%, Solana 15%. Что касается фиксации по этому портфелю. Значит, первый вариант – это когда достигается x5, то есть это финальная цель, портфель полностью закрывается. Второе, когда эйфория на рынке и биткоин уже стоит 400 тысяч долларов. В этот момент тоже стоит закрыться. Неважно, там будет x3, может x2,5. Все, в этот момент, все, мы выжили из этого портфеля, можно сказать, максимум. Закрываем, фиксируемся, и все, на несколько лет мы забываем о крипте. Также может быть и неудачный сценарий, так как криптовалюта это все-таки высокорисковые инвестиции. Соответственно, неудачный фикс это в каком случае? Это если уход портфеля на минус 50%, то есть случилась жесткая просадка, мы видим, что мы теряем деньги, вложили 100 тысяч, стало 49, и если этот момент держится больше, чем 3 недели. То есть важно еще подождать, потому что могут быть манипуляции, когда резко рынок опускают, как мы видели, могут такое сделать. И в этот момент нужно немного подождать, не паниковать, ничего не делать, чтобы посмотреть, как цена стабилизируется. И потом уже принять убыток, если там действительно все стало плохо. Этот портфель был составлен 2 февраля. Можете за ним наблюдать, смотреть, как он будет себя чувствовать. Сейчас он примерно в точке входа. То есть, 3% колебания там плюс-минус. Это несерьезно, особо для крипты не считается. Ну а купить эти монеты вы можете на бирже BitGet. Ссылку также оставляю. Сейчас биржа BitGet пока более лояльная к СНГ, поэтому можете спокойно сейчас ей пользоваться. Все работает стабильно. Единственное, не храните деньги на бирже. Если вы купили там какие-то активы, выводите их к себе на холодные кошельки. Следующий портфель это портфель среднего риска. Он сейчас находится в минусе. Он был составлен давно, в апреле 2024 года.
То есть в момент, когда случился халвинг, и после халвинга была просадка. Об этом портфеле у меня был отдельный ролик, когда я его собирал и объяснял, что в нем находится. В нем довольно много монет. Как вы видите, вот сейчас отсортируем. Лидер все равно здесь эфир, на втором месте Solana. Здесь уже биткоина нет, потому что это уже средний риск, риски повышаются, ну, соответственно, может и повыситься убыток таким образом. Здесь портфель составлен по какому принципу? Что основные нарративы в него заложены. Основные нарративы на цикл это AI, то есть это вот, например, рендер, граф протокол, линк тоже с этим связан. Это RWA, то есть токенизация активов, такие, например, проекты как Onda Finance. Потом это мемы, здесь заложены вот Pepe и Floki, два мема, например. Это дексы, такие как Apex. Кстати, по Apex сейчас можно получить дроп за то, что вы там торгуете. Так что кому не нравятся обычные биржи, может торговать на Apex. Там тоже есть все сети. И попутно еще получить дроп в монетах Apex. Ссылка также будет в закрепленном комментарии. Также здесь L2 решения представлены: Arbitrum, Starknet. Из старичков здесь есть Atom, экосистема Космос, NIR, Тон, который, ну, не очень хорошо себя показывает, но в тот момент, когда я добавлял, еще не было известно, насколько Тон плохая монета. А этот портфель я не трогал, то есть он как вот тогда составлен, он так и существует. И забавно было наблюдать, потому что он сначала там пошел немного в минус, здесь также было 100 тысяч изначально, потом он пошел в плюс, в моменте там вот доходило, смотрим, здесь где-то 130 тысяч было, и сейчас он опять откатился в минус. Поэтому, кто рассматривает портфель среднего риска, он составляется по принципу трендов. То есть мы смотрим, что в тренде, берем за базу, здесь вот эфиры Solana, это базовые активы, менее рисковые, и дальше добавляем постепенно из каждого сектора по одной-две монеты. Тогда я добавлял, это были такие монеты, сейчас можно добавить аналогичные, какие-то, может, еще новые монеты вышли. Но в целом, думаю, принцип понятен. По этому портфелю также, в принципе, до конца бычьего рынку, удержание, то есть где-то около года плюс-минус, и ожидаемая доходность это от 5 до 20 иксов. При достижении x4, то есть стало 400 тысяч, то обязательно фикс вложенного. То есть в равных пропорциях от монеточек отщипнули, все вложенное забрали. Такая модель. И полная фиксация также исходя из нескольких событий. Первое, это если портфель делает x20, то есть это у вас было 100 тысяч, стало 2 миллиона. Все, фиксируется, уходим с рынка, больше ни на что не смотрим, отдыхаем. Второе, это полное закрытие при эйфории. То есть это также биткоин стал 400 тысяч, все радуются, говорят, что крипта там летит в небеса, сейчас будет миллион, 2, 3, 10 миллионов за биткоин. Вот в этот момент как раз-таки тоже фиксируется как есть. То есть, ну, будет там, например, x4 или x3, неважно. Просто в этот момент уже понятно, что пошла эйфория финальная и нужно выйти. Ну и неудачный фикс, так как это средний риск, мы можем дольше посидеть, посмотреть и на просадки, то здесь уже уход портфеля на минус 70% и более чем на 2 недели. Также даем время на то, чтобы портфель отскочил обратно. Не стоит сразу, если видите минус 70, сразу все фиксировать. Возможны манипуляции. Просто ждем, потому что здесь вот были просадки, даже мы смотрим, то есть когда он отлетел, но здесь не было просадки на 70%, здесь процентов на 40 максимум он падал, и потом все равно пошел вверх. Поэтому вот, то есть если кто-то взял и внезапно фиксанул, а потом портфель делает x2, да, то есть поэтому все-таки время нужно давать. Здесь сейчас в этом портфеле посмотрим, какие самые профитные позиции пока в моменте. Это Onda, Solana, Link и Pepe. Все остальное, как мы видим, отлетело в минус. Ну, ничего страшного, инвестиции в криптовалюту – это риски. Ну и теперь переходим к высокому риску. Вот портфель высокого риска также был составлен 2 февраля, то есть буквально на днях. Также закинуто для примера 100 тысяч. И здесь уже добавлено более рисковые монеты. То есть это именно фокус сделан на риск.
Так что здесь можно как и больше заработать, но также можно и быстрее все слить. И это нужно понимать, что это не значит, что высокий риск, все, у тебя иксы соберешь и будешь в профите. Нет, это значит, что ты берешь на себя риски и можешь все это быстро потерять. Итак, какие же здесь монеты были добавлены в портфель? Первое это Solana. Это, наверное, здесь самый базовый актив, то есть здесь уже нет эфира, здесь только Solana. Если мы смотрим, что Solana там готовится улететь на $1500, то вполне нормально, как 15% в Solana закинуть. Вторая монета это Культ. Это новый мемкоин. Наверняка знаете о коллекции на эфире Milady. Там она стоит каких-то просто безумных денег. И вот эта вся экосистема мемная, у них есть новая монета, называется Культ. Был дроп монет тем, кто держит эти NFT. И сейчас монета вполне хорошо так отлетела на коррекцию после первого хайпа. И как раз неплохая точка входа, чтобы в нее зайти. Также в нее было закинуто 15%. И ждем. То есть такие монеты, это в стиле как Пепе, они могут дать сразу 10-20 иксов, как только пойдет на них хайп. На это в целом и расчет. Еще из мемов здесь также биткоин. Это Гарри Поттер, Обама, Соник, Ину. То есть это мемный биткоин. Он очень долго уже в зоне накопления находится. Сейчас опять вернулся, то есть около 10 центов. Я его по этим значениям брал, и он примерно стабильно так и держится. То есть иногда он дает иксы, потом откатывает обратно. Но при этом он ходит в диапазоне, и еще не было такого, чтобы он прям сильно улетел, как тот же Пепе. Здесь тот же расчет, что и Культ. То есть внезапно настает момент, когда идет переоценка этого мема. Также может спокойно улететь на 10, 20, может 30 иксов. Следующий проект это Avalanche. Avalanche это уже старичок рынка, но по нему я считаю, что он хоть и рисковый актив, он очень волатильный, но так как он базируется в США регуляция улучшается, это блокчейн для игр, как они себя представляют сейчас. И вот, соответственно, есть шанс, что по нему также будут ETF и прочее, и он может улететь и на АТХ, и улететь на высокие значения по ценам. Ну и, конечно, искусственный интеллект– это инфраструктура под искусственный интеллект. Сейчас мы видим, как AI-агенты штампуются колоссальными масштабами. И вот инфраструктура, которая позволяет как раз-таки это все запускать, как-то использовать, вот на нее и стоит обратить внимание. Значит, главный проект здесь по AI это Tao BitTensor. У меня есть ролик на канале старый, но, скорее всего, еще новый про него запишу, отдельный обзор. Если коротко, это монета, у которой такая же эмиссия, как у биткоина, у него также есть халвинги, и у них планируется запуск токенов в подсети Tao. То есть подсети, которые работают поверх Tao, будут запускать токены, и для этого нужен будет основной токен Tao. Его можно добыть только путем вычислений, так что сложно добывать, есть халвинги, и по нему как раз вот я ожидаю где-то цену 3-5 тысяч долларов. Сейчас, видим, цена откатилась как раз на коррекции $350. Следующий проект это Subsquid. Он уже нам давал иксы, я о нем писал, тоже он примерно так и стоил, когда около 5 центов. Потом он улетел на 15 центов. Про него есть отдельный обзор у меня на канале. Это инфраструктура для AI. Так что, на мой взгляд, этот проект еще недооценен, и он может очень хорошо переоцениться из-за того, что низкая капитализация, здесь возможны также большие иксы. Следующий проект в AI это Virtual протокол. На базе как раз-таки этого протокола запускаются AI-агенты в сети Base, еще они в сеть Solana перешли. Так что проект постепенно развивается, он как один из топовых уже. Его добавим, у него капитализация уже приличная, но так как весь хайп САИ еще, я думаю, не закончен, есть все шансы улететь гораздо выше с учетом, так сказать, альт-сезона. Ну и еще один проект, который недавно я добавлял и к себе в личный портфель, и здесь тоже его добавил, это ARK. Он уже есть на фьючах, даже на Binance, на споте его еще нет. Но постепенно, я думаю, он будет появляться на всех биржах. По коллегам смотрю, кто в крипте также активно закупаются этой монеты. Также это инфраструктура для AI. Токен на Solana был запущен на Памфане. По нему цель x10, x20 от текущих. Ну и на этой просадке закупил его, и он очень хорошо держится, пережил этот флеш-крэш и уже даже пошел в рост.
Посмотрим, он даже вот после всех этих падений сейчас тут лидер роста по этому портфелю. По этому портфелю ожидаемая доходность x10, x30. При достижении x5 это фикс вложенного и ребаланс. То есть забрать свое, снять немножечко все-таки риск. И полная фиксация, исходя из нескольких вариантов событий. Первое, если портфель делает x30, то есть было 100 тысяч, стало 3 миллиона, достаточно, закрываемся. Ну и полное закрытие при эйфории на рынке. То есть это если биткоин выше 400 тысяч, так же как и в других портфелях, все закрываем как есть. Ну и неудачный сценарий, фикс. Здесь как таковой просадки даже не рассматриваем, то есть фиксация какого-то частичного убытка. Здесь мы просто смотрим по таймингу. То есть как есть, в январе 2026 года просто этот портфель закрывается. Монеты из этого портфеля можно, в принципе, купить на разных биржах, либо можно купить, например, через AlphaDex, тот же ARK, по адресу контракта через AlphaDex в Телеграме заходится и за Solana покупается. Ничего сложного в этом нет. Ссылку также оставлю в закрепе на AlphaDex. Что касается альт-сезона, как я его вижу, я вижу, что это будет не перелив там из биткоина, как все привыкли, а просто это будет внимание на новые сектора, новые монеты, которые появились в моменты от ритейла, потому что биткоин дорогой. Условно, биткоин стоит 200 тысяч, его дорого купить, а что еще можно купить? И люди смотрят то, на что идет хайп. Соответственно, если будет хайп на AI-сектор, на мемы, туда люди и понесут деньги. И нужно именно в этих секторах больше и рассматривать самые доходные монетки, там и искать. Такого, что запампится вообще прям все на лютые иксы точно не будет. Да, может быть какой-то краткосрочный всплеск даже у старичков, но не более. Потому что монет реально стало очень много, и нет смысла это все вместе пампить. Поэтому будет секторально, точечно даваться грандиозные иксы на некоторых монетах. По альтсезону жду две волны. Первая это апрель-май, и вторая это ноябрь-декабрь этого года. В принципе, в эти моменты самое лучшее время что-то зафиксировать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Пишите в комментарии все, что вы думаете, какие монеты вы берете себе в портфель. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там все более оперативно появляется. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Делитесь с друзьями. Желаю вам всем профита и до новых встреч.